Всем привет, дорогие друзья! Сегодня покажу, что я получила с сайта AliExpress. Вот такой набор инструментов. И давайте начнем с него. В набор входят 10 позиций. Это все инструменты, которые всегда должны быть под рукой. И я всегда ими пользуюсь. Шилом, например, я постоянно пользуюсь, даже когда шью за машинкой что-то. И всегда шило мне помогает продвигать ткань, придерживать. Даже когда мех шью, можно мех заправлять шилом. Также я пользуюсь шилом и когда тросик затягиваю. Здесь оно достаточно острое. И вот в таком чехольчике. Так, дальше вот такие щипчики. Щипчики я тоже люблю такие. Очень удобно брать в руку. Они маленькие. Чтобы не брать ножницы за машинкой, например, когда шью. Очень удобно обрезать нить. Также, когда мы обшиваем что-то или шьем, тоже удобно подлезть где-нибудь и обрезать ниточку. Тоже хорошая, нужная вещь. Ножик здесь есть. Вот, выдвигается. Очень удобно. Тоже что-то обрезать. Даже тоже бумагу можно обрезать. Кожу обрезать. Я, например, кожу часто обрезаю таким ножиком. И спрятали ножик. И он не выглядывает здесь. Тоже удобная вещь. Колечко. Здесь есть отверстие с двух сторон. Это кольцо можно надевать на палец и разжимать колечки. С другой стороны мы берем плоскогубцы, сюда вставляем колечко. Еще здесь есть вот такой петлитель. Здесь можно подтягивать петли. Тоненький, маленький, можно подлезть где-нибудь, где можно поднять петельку, например. И сейчас посмотрим, какие здесь есть инструменты. Круглогубцы. Что мне понравилось, что здесь очень все плотно, и они упругие, и в руке удобно держать. Не хлипкий инструмент. Все очень выглядит солидно. Например, мои круглогубцы, которыми я пользуюсь, вот для сравнения. Мне кажется, здесь немного потоньше кончики идут. Ну, попробую ими тоже пользоваться. Они новенькие и выглядят хорошо, когда новые. И мне нравится, что вот они в руках. Приятно держать. И инструмент, я уже сказала, такой на вечные, наверное, года будет. Так, теперь здесь плоскогубцы. Вот плоскогубцы здесь идут без зубчиков, просто плоские. Так как иногда бывает нужен такой инструмент, чтобы зажать, например, обжебную бусинку, чтобы не было видно следов никаких. Ну и довольно такие тоненькие. Очень понравились мне эти плоскогубцы. Сделаны из хорошего прочного металла. И они не гнутся абсолютно. Понравились мне такие плоскогубцы. И в руках приятно держать. Вот это вот резиновая или какая она тут основа на ручке. Кусачки. Вот не пробовала, сейчас будем пробовать. Я брала их специально для мемори проволоки, чтобы, например, откусывать. И надо проверять на прочность металла обязательно. Ну вот здесь я вижу немного испортился металл, погнулся. Значит, он не такой уж и твердый металл. Скорее всего, обрезать тросик можно. Ну и штифты, пины. Ну а для мемори проволоки он не совсем подходит. Хотя мемори проволока у меня не такая и толстая. Ну вот я и обрезала. Вот видите, остались следы. Так что эти кусачки не для мемори проволоки. Буду обрезать только пины, штифты
или тросик. Для мемори проволоки у меня очень грубые и толстые кусачки. Ну а этими инструментами я пока довольна. Так, дальше. Пинцеты. Здесь два вида пинцетов, они разные. Посмотрим. Идут наконечники для защиты, потому что здесь пинцеты очень острые. Вот такие пинцеты я первый раз вижу. Я не знаю, для чего это. Как шило, наверное, можно проткнуть что-то. Как иголочка. Посмотрите, прям тонкие-тонкие кончики. Вот так заточка идет. И здесь уже загнутые кончики. Тоже острые. И я не знаю, что-то ими брать можно, наверное, или нет. Что-нибудь маленькое, тоненькое. Вот хорошо берут. Зажимают хорошо. Бывает, пинцет купим, а кончики расходятся и плохо сжимают. Вот, я взяла сразу. Очень удобно. Но то, что острые, я не знаю, как это будет удобно. У меня таких пинцетов никогда не было острых. Вот пинцеты мне понравились. Очень даже. Пригодится всегда. Вот такие инструменты можно купить для новичков, но, конечно, здесь нужно что-то добавить. Потому что вот, например, раскрыть колечко, конечно, для этого здесь положено вот это кольцо, да, чтобы раскрыть колечко соединительное. Но все равно, я думаю, к этому набору нужно присоединить еще и вот такие плоскогубцы, где есть вот такие вот зубцы, чтобы потом разжимать или соединять кольца. Ну а так набор, конечно, для новичка очень даже полезный. Но инструменты хорошие, кроме вот плоскогубцев. Ну, плоскогубцы хорошие, но обрезать ими только что-то потоньше, не мемори проволоку. Вот такие бусины я заказала в 3 размерах и по 2 позиции. Вот что меня смущает больше всего, так это вот такие нити. Когда их вытаскиваешь, бусинки становятся немного бледнее. Но так как здесь я смотрю, они непрозрачные, но посмотрим, когда уберу я нить, какого цвета будут бусины. Это рубин, подписаны вот так у меня были все пакетики. Вот такой цвет красивый, и посмотрите, какая огранка красивая. Из-за этого сверкают бусинки. Здесь 3 размера бусин. Вот такие маленькие, 2 миллиметра. Потом 3 миллиметра и 4. Но цвет красивый и огранка красивая. Здесь есть немного, конечно, сколы на некоторых бусин, но их практически не видно. Я их еще не мыла, бусинки. Надо помыть, посмотреть, как они будут вести себя в чистом виде. Так, дальше это уже тоже подписано все. Это гранат. 2, 3 миллиметра и 4. Вот маленькая самая. Это 2 миллиметра, 3 и 4. Но здесь тоже видно, что вот эти полупрозрачные бусинки. И видно эту нить в бусинке. Если я сниму нить, надо смотреть, как будут выглядеть бусины, какого они будут цвета. Ну, будут побледнее, конечно. Ну, а так гранат понравился мне, особенно 4 миллиметра. Вот они
Выглядят хорошо. Нет сколов на этом камне. Не вижу, не наблюдаю. Вот, видно вам? Гранат мне понравился. Красивый цвет. И аметист. Тоже так же я взяла. 3, 4 и 2 миллиметра. Красивый цвет. И планирую я делать украшения. Наверное, буду делать из аметиста. Так как я жду сейчас фурнитуру премиум качества, должна прийти мне с цирконами. Коннекторы красивые. И я хотела многорядное украшение сделать. Именно с вот этим камнем аметистом. Вот подписано тоже здесь у продавца. И так как у меня есть еще аметист покрупнее, я планировала сделать вот так многорядное украшение, добавить других размеров камней. Посмотрите, как красиво смотрится, да, аметист. Такой красивый цвет. Нравится мне аметист. Вот такие красивые камни, на мой взгляд. Вот такие жемчужные бусины. Они пришли в пакетике без ниточки. Выбрала я черный цвет и сильно пожалела. 100 штук в мешочке, в пакетике. Есть такие бусины, у которых покрытие совсем некрасивое. Это бусины с большим отверстием, так как я хотела делать украшения, и одна нить у меня не проходит, то есть ювелирный тросик не проходит в отверстие. У меня есть еще черного цвета такие бусины, и я думала, что такие бусины я поставлю на окончание, чтобы проводить ювелирный тросик в 2 ряда, например, закрепить кримпами. Ну вот и посмотрите, качество какое. Мне не очень понравилось. Здесь бусины я выбрала 7 на 10 миллиметров, и отверстие у них почти 2 миллиметра. И когда я высыпала на ладошку, у меня вся ладошка была вот в этом покрытии перламутра. Оно осыпается. И даже пакетик, я вот смотрю, пакет даже весь в этом покрытии. Я не хочу высыпать на коврик. Сейчас коврик будет весь у меня в этом. Вот, посмотрите, даже пакетик, если вам видно, вот, весь в крошке. И мне не очень понравилось это покрытие. Я не знаю, как можно такие бусины поставить. Я читала отзывы, все хорошие, хвалили. И, наверное, надо было мне выбирать другой цвет. Белые были и бежевые, по-моему, бусины. Качество мне не понравилось. Вот, посмотрите, что это за бусина. Покрытие ужасное. Хоть и форма нормальная, форма мне нравится такая, форма продолговатая, в форме картошки, как называют, да? Есть бусины красивые, можно выбрать, но их будет тут совсем мало. И когда я вот так в руке крутила, вертела бусину, этот перламутр осыпается. Вот, посмотрите на руку. Видно, если вот так еще сделать, вот, посмотрите, что это такое. Расскажите мне, напишите, кто знает, чем они покрывают этот жемчуг. Вот. И как носить потом такие бусы. На шее будет вот такая крошка. И теперь у меня все руки
в этом. Сейчас я помою руки и вернусь к вам. Так что такой жемчуг черного цвета я не рекомендую. Может быть и светлый хороший жемчуг. Надо было, наверное, белый покупать. И 100 бусин. И недешево это все стоит. Я прям разочаровалась. Вот такие коннекторы серебряного цвета. Как-то я делала украшения, и у меня не было из серебра ничего подобного. И тут я встретила вот такие вот соединительные коннекторы, чтобы соединять хотя бы 2 ряда. А потом можно даже и 3 соединить между собой, потом соединять ряды. У меня есть в задумках украшения, как сделать. Ну и я выбрала в серебре. Они с почернением. Вот такие петельки с 2 сторон. 14 миллиметров на 4 миллиметра. И в позиции идет 20 штук. Всего лишь 20 штук. Ну, мне этого достаточно. Так как я не очень много делаю украшений с такой фурнитурой, достаточно будет. Дальше идут бронзовые. Вот, бронзовые мне понравились. Трубочки такие, как бусинки. Бусина-трубочка. 11 миллиметров длина и 6 миллиметров. Сейчас я надену бусинку и посмотрим, как они между бусинами. Ну, я думаю, они смотрятся хорошо. Конечно, такие бусины сюда не подойдут, белые. Что-нибудь другого цвета надо. И поменьше. Но я планировала их использовать, какие-нибудь соединения прятать. Но я думаю, здесь отверстие очень маленькое для таких целей. Отверстие здесь 3 миллиметра. Но все равно понравились. 10 штук идет в комплекте. Очень красивый рисуночек. Но здесь есть такой, как шов. Когда соединяют. Да, и с 2 сторон. Металл, когда, наверное, спаивается. Шов этот видно. Вот посмотрите. А шовчик вот с края, сбоку. Но если будет так крутиться, его и незаметно. А так очень красивые бусинки. И вот такие бусинки. Здесь уже маленькие, 6 на 5 миллиметров. И в позиции идет 20 штук. То, что мне понравилось, у них рисунок одинаковый. Полосочки идут наискосок. Что здесь можно их вместе совместить в каком-нибудь украшении. И будут красиво, я думаю, смотреться. Вот, посмотрите. Видно, да? Полосочка идет. Можно, да, вместе совместить в какое-нибудь украшение. Красивые. Бронзовая фурнитура всегда мне нравится. И хорошего качества. Вот такие колечки. Это основа для кабошонов. Здесь 10 штук в комплекте идет. И мне понравилось то, что здесь можно менять размер. И меньше делать, и больше. Зажимаем. Или разжимаем. Вот, например, вот так разжать можно. И меряем. Ну, как раз на мои пальчики. Можно еще немножко разжать. И как раз уже, да. Давно я хотела колечко в бронзе. И здесь покрытие хорошее. Я смотрю, даже, наверное, лаком покрывали, чтобы долго прослужило покрытие. Блестит поверхность вся. Вот покажу вам. У меня одно единственное кольцо есть. Очень-очень давно я покупала в бронзе. И ему, я не знаю, сколько уже лет. Вот посмотрите, оно уже начинает портиться.
покрытие. Здесь уже облезло кое-где, а здесь оно в хорошем состоянии. Все стразики у меня на месте. И я все равно ношу это колечко, мое любимое. Нравится оно мне. В бронзе одно единственное. И решила я вот такие основы еще купить. Сейчас я покажу. У меня очень много вот таких кабошончиков. Очень давно я покупала. Очень давно. И я выбрала здесь размер 13 на 18, так как можно поставить эти кабошончики, приклеить. И вот такое колечко у вас будет. Посмотрите. Есть у меня кабошон один вот такого цвета, зеленый. И он высокий такой по высоте. И я прикладывала его. Мне так понравилось, что оно высокое. Кольцо смотрится здорово. Такой, как перстень. Ну, конечно, небольшое. В меру такое. Средней величины. И не крупная, и не маленькая. Очень хороший размерчик. Конечно, размеры были таких основ разные. Можно и на 18-25 выбрать. И, по-моему, даже 30 на 40. И цвета были разные-разные. Удобно, да? Раскрыл кольцо, какой вам нужен размер. И можно носить. Вот даже есть содолит. Посмотрите, как здорово смотрится. Готовое вам колечко. Надо клей хороший подобрать, чтобы держалось, не потерять потом. Вот тоже здорово смотрится. Понравились мне колечки, конечно, очень-очень. И качество покрытия. Не знаю, конечно, насколько оно прослужит. Ну, каждый день его не будешь носить. Но летом, а особенно зимой, весной, осенью, вот такую фурнитуру я люблю носить. Еще решила взять вот такой вот застежка, наверное, называется. Это для одежды. В медном цвете были, по-моему, и в бронзовом. Хотела посмотреть, что это за металл и как оно выглядит. Я, конечно, планировала это для украшений пустить, так как мне очень понравилась эта деталька. На одежду я такой не буду пришивать, хотя можно вот где-нибудь кардиган, который без пуговиц идет, и он всегда раскрывается, когда вы идете, он может раскрыться, а вот такую застежку прикрепить с двух сторон. Вот здесь есть отверстие, которое можно пришить, красиво стежки сделать, подобрать под цвет. И когда ветер дует, взяли, застегнулись. А когда не нужно, расстегнулись, их и не будет видно. И где-то они будут блестеть медного цвета. Очень красивый рисуночек идет. Внутри вот цветочки идут, и здесь цветочки. И я думала использовать теперь как коннектор. Уже выписала такую вторую застежку. Посмотрите, здесь можно использовать вот эту деталь как коннектор. Здесь один ряд к бусикам, и здесь можно 3 или 4 ряда, сколько вы уже хотите прикрепить. Можно и 2 ряда прикрепить здесь, смотря какие будут бусины по диаметру. Ну а здесь я уже думала эту деталь, если плоскогубцами сдавить вот эту петельку, крючочек, получится у нас петелька и будет как кулон. Я думаю, интересно, если я попробую ее сдавить. Да, легко. Вот, посмотрите, я ее сдавила. И все, можно прикрепить это на тросик. А здесь можно сделать бусинки, прикрепить в несколько рядов.
цепочки можно прикрепить или даже пришить на кулон, если кулон обшивать. Здесь можно пришить, и здесь у вас уже будет петелька готовая, тоже можно использовать. Ну, буду ждать теперь вторую такую застежку. И вот такие коннекторы мне очень понравились. Цвет красивый. И такие же бронзовые, я говорила уже, и были, по-моему, тоже. Размер такой застежки 5 сантиметров на 2 сантиметра. Понравилось очень даже. Вот такие бусинки в виде, в форме риса. Очень мне понравились. Я как-то давно покупала такую ниточку, и сейчас я пожалела, что взяла только 2. Если сделать много-много рядов, надо, вот заказала еще несколько таких, сделать многорядное украшение. Мне очень понравился цвет и как они переливаются. Очень хорошо подходит к тигровому глазу этот цвет ракушки. Посмотрите, какие они все красивые, ровненькие. Очень понравились. Цветов, конечно, много в этом магазине. Можно любой выбрать. И у меня в дороге все посылочки. Я много разных цветов таких купила. Так что жду. И еще заказала такие. Мне очень понравилось. Я когда приложила, много-много рядов сделать. Вот коннекторы. Такие бронзовые. Конечно, такой цвет больше, мне кажется, сочетать с бронзовой фурнитурой. Будет красиво смотреться. И многорядные бусы сделать. Размер бусинки здесь 5 миллиметров на сантиметр. Хорошее качество перламутра. Понравились. Ну и последнее, это уже идет жемчуг, которым я тоже недовольна. Когда я покупала, были отзывы все хорошие. Ну а когда пришли, я почитала отзывы, там уже были что-то не совсем хорошие. Много было и плохих отзывов. Я не очень довольна этим жемчугом. Я покупала 2 размера. Здесь 5-6 миллиметров и 5-7 миллиметров. Хотела сделать кисточку из жемчуга, но что-то мне не очень он понравился. Здесь много бусин с плохим покрытием. Мало перламутра есть, вот практически не видно. Вот есть, посмотрите, ну покрытие плохое. Перламутра мало. Ну, а поменьше, которые бусинки, здесь уже хорошее качество. Получше. Но вот эти мне не понравились. Ну, конечно, можно здесь выбрать что-то, но не все. Не очень довольна я этой покупкой, конечно, но куда деваться. Сейчас опять на сайте Алиэкспресс очередная распродажа. Может быть, вам что-то понравилось, что-то заинтересовало вас. Многое все понравилось мне, и инструменты тоже. Все ссылочки я оставлю под видео. Пишите комментарии, будем общаться, что понравилось. Ну а кто не подписался, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Ну а я с вами не прощаюсь, до скорых встреч. Всем пока!